Друзья ютуберы, привет! А перед началом не забывайте подписаться, поставить лайк, ну и черкануть какой-нибудь комментарий, так от души для души. А это краткий пересказ сериала «Клан Сопрано», 3-й сезон, 4-я серия. Будет очень интересно. Приятного просмотра. Будет ебать твою жену, пока она не завоет. Ах ты макаронник ебаный. Если будет какой-то странный звук на записи, то это из-за того, что кое-какие пидоры ездят на мотоциклах у меня за окном и, собственно, мешают делать запись. И я ничего не имею против мотоциклов, я сам по себе как бы металлист, и я наоборот уважаю все, что связано с хэви-металом и с грубостью. Но просто у них такие унылые мотоциклы, что просто хочется взять камень и кинуть им прямо в башку, чтобы больше они не ездили. Собственно, и не ходили. Но суть не в этом. Вся серия будет крутиться вокруг Мелфи. Так что, если вы ее не любите, то, в принципе, можете смотреть дальше, потому что скоро с ней случится очень большой пиздец. Как вы понимаете, по ее мужу Лоху, он не любит итальянцев, хотя он сам является итало-американцем. Как всегда, она принимает Тони у себя в гостях. Она рассказывает как так, так и всяк, и, в принципе, ничего нового не предвещает. И как обычно по традиции, она уже то же самое рассказывает своему психологу, потому что у нее едет крыша, потому что она не просто общается с бандитом, она уже начинает сливаться с ним характером и не знает, что делать. Психолог говорит, что это опасно, потому что однажды ты можешь психануть и наделать каких-нибудь дел. Сестра Тони, как всегда по привычке, ищет сокровище, либо японское, либо немецкое, у себя в подвале, потому что теперь этот дом как бы особо не принадлежит ей, но она в нем живет. И она начинает возникать, что если бы она съехала, то он бы сразу привел сюда целую бригаду строителей, чтобы что-то найти. Он говорит, что она ёбнутая и посылает ее нахер, хотя в итоге уходит сам. Так как Ральфи долбит мать, собственно, этого паренька, ему приходится иногда с ним и пообедать. Он понимает, что паренек рвется в криминальные дела и решает взять его на одну встречу с одним либо французом, либо бельгийцем. И начинает возникать на него, потому что, типа, он просрал просрочку. Как бы он не дал вовремя денег или дал просто не столько, и начинает уже паренька втягивать в эту разборку. И они отпизживают этого мужика. Тони приезжает к другу Джонни Секу, который из Нью-Йорка, но живет в Джерси, можно сказать, соседи, блядь. Сек сразу говорит, что хоть он и живет в этом городе, в дела он не собирается лезть, только как друг, но не сильно. Хоть он и живет в этом городе, так он относится именно к семье Нью-Йорка. Послушав несколько сраных шуточек из пасти Ральфи, Тони сразу говорит, что он передумал ставить его капитаном в семью, потому что нехер было втягивать паренька в это дело. Но помимо этого, в совокупности были еще и как бы другие проблемы, которые тоже связаны с Ральфи. Психологичка решает выделиться и даже на редкость одевает белый костюм. Это замечает Тони и хвалит ее. Ну, в принципе, могла она одеть и другой, потому что вечером она разговаривает со своим непутевым тупорылым мужем, который ее отвлекает, и ее хватают. В общем, что происходит дальше, по законам Ютуба, я не могу сказать и даже показать. Но вы, думаю, сами догадались, что ей был полный пиздец. Так что износ-разнос ей был обеспечен прям на лестнице, и смотреть на это неприятно. Я не из-за того, что как бы там могли быть голые жопы сиськи. Просто прикол в том, что как бы жопа там будет, но не ее, а значит, в принципе, и не надо смотреть именно этот момент. Психологичка уже дома решает позвонить как бы Тони, и берет трубку его жена. И говорит, что так и так, я не могу, потом. Тони понимает это по-своему. Муж разъебая решает позвонить и узнать, как дела, потому что того насильника его задержали. Вот, и ему говорят, что так и так его как бы отпустили, и до свидания. Он говорит это жене, жена как бы думает, что он придурок, и решает сама позвонить уже туда. И ей там же также говорят, ну как бы это самое, мы нарушили, в общем, ряд правил, когда его задерживали, плюс ряд доказательств, плюс как бы взяли мазок из вашей жопы и плевок из вашей щеки, и, в общем-то, грязь из-под ногтей и говно из-под ушей, и все это как бы перемешали, и
В общем, его выпустили. И баба срывается на своем муже-мудаке, потому что он взбесился из-за того, что узнал, что у насильника итальянская фамилия, но не из-за того, что его жену изнасиловали. Пацаны, как всегда, бухают, приходит Джонни Сек на правах соседа и говорит, что они разъебаем, потому что сейчас происходит стройка века. И поэтому телевизору говорят как раз про эту стройку, что стройка будет на несколько миллионов долларов. И все это должно упасть им в карман. Мелфи понимает, что теперь лестницы она особо не любит. А Тони она говорит, что она просто попала в аварию. Хотя Тони понимает, что здесь аварии-то как бы и не пахнет. Мелфи, чтобы успокоиться, приходит в кафе. Но видит ебальничек того самого Хосе, который, собственно, вот и все. Сестра Тони слушает Виктора Цоя и хочет также научиться играть и петь, как он. Приходят, как всегда, темненькие русские армяне и начинают возникать, где нога той сестры, той русской шалавы. Она обзывает одного из них пидором, ему это не нравится, и они начинают ее пиздить, чтобы она показала, оказывается, она прячет это в аэропорту где-то, и ногу она все-таки отдает. По традиции сериала Мелфи снится, как всегда, ебанутый сон, где хочет ее опять отшлепать тот Хосе, но приходит собака, и мы понимаем, что собака, скорее всего, визуализирует жестокость и самого Тони. Тони приходит к своей сестре, которая уверовала в Бога, и теперь она думает, что ее жизнь будет именно с ним-то и связана. Тони приходит уже на встречу с Мелфи, которая уже начинает плакать, истерить, и он понимает, что она что-то хочет сказать, и говорит: Мелфи, ты скажи, и как бы проблема будет решена, что случилось. Но Мелфи понимает, что ей сказал психолог, что она не должна сливаться, и понимает, что сейчас, если она скажет, то паренька не найдет даже Бог. И она говорит, что проблем нету.